Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро расклад. События до конца месяца, мои дорогие, последняя неделя. Таро на неделю с 24 по 30 июня. Что же нам подскажут карты? Давайте узнаем. Будем реалистами. И у нас в конце недели 29 числа черная луна или лилит входит в знак зодиака Весы. И черная луна бывает в разных знаках, и всегда этот период, он бывает разным. Так вот, в весах она пробудет почти год, до конца марта 2025. И это своего рода прелюдия начала эпохи Водолея. И кто такая Лилит? Я опускаю рассказы по мифологии. Кому будет интересно, я сейчас готовлю, заканчиваю статью и опубликую позже на своем сайте. Обязательно оставлю ссылку во вкладке сообщества. И кому интересно, можете перейти, прочитать, следите за моими публикациями. А также я на странице своей Facebook тоже оставляю ссылку. Так вот, и узнать, каковы эти энергии будут проигрываться для вас. Забегая вперед, Лилит – это те тайные желания, которые мы бы всегда хотели осуществить. И с невиданной силой они могут рваться наружу, но в весах все происходит, и весы у нас большие дипломаты. В данном случае дипломатия та, которая должна быть во благо самим себе употреблена. И вот для вас возможность себя самого, свои таланты, кстати, в первую очередь, применить на пользу себе. Таланты по части интуиции, ваши, мои дорогие скорпионы, которая вам позволит отстроить совершенно новую стратегию. Потому что для вас вторая половина 2024 года прекрасное время для заработка, для материальных свершений, для того, чтобы вообще какую-то новую концепцию, стратегию по части финансов для себя выработать. Итак, мы идем дальше. Неделя, мои дорогие. Что важно знать? Первая карта. Чего не избежать? Или чему? Что мы можем неожиданно получить? Какие-то сведения, известия, неожиданности это сами по себе. Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам, какие энергии будут помогать? Что скрыто, что вы не видите, не замечаете? И энергии по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергия денег, как карты видят личную жизнь, опять же, энергии. Что же для вас будет важно? Вот какой-то разворот на 180 градусов. Или карта нам говорит, если ты сейчас ищешь выход из какого-то сложного положения, из сложной ситуации, из какой-то турбулентности, из тысячи неопределенностей, или вы с кем-то поссорились, например, и тоже вы понимаете, допустим, на этот момент, что да, есть люди, которых я не исключу. Может быть, мне их видеть вовсе не хочется, но жизнь наша такова, что мне придется с этим человеком взаимодействовать. Так вот, по этой карте восьмерка кубков, когда мы ищем выход, и мы его находим. Или мы знаем, как принять Соломоново решение. Или мы знаем, как примириться. Причем сделать это так, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. Договориться даже с теми, с кем, в принципе, сложно это сделать, какой-то баланс подвести. Вот у вас это получится, это важно знать. Для кого-то из вас это приезд человека к вам или ваша куда-то отправка, поездка, может быть, переезд далеко, или совершенно новая стратегия по вашему бизнесу, работе, по вашей карьере, мои дорогие скорпионы. Но правда, какой-то выход. Вот как мне сделать? Это как ноу-хау. Теперь вы знаете на этой неделе. Вот такие важные энергии, безусловно, с подсказками интуиции. Где-то все-таки кубки. И у нас Луна на заднем плане. И нам говорят, слушай свою и интуицию. Она тебе правильные вещи будет подсказывать. Неожиданности. Ну, наверное, интуиция. Вы можете заметить за собой такие способности, мои дорогие. Ну, кто-то уже знает, что да, действительно, мне следует доверять подсказкам шестого чувства, а кто-то обнаружит на этой неделе, что надо же, а ведь я это предполагал, что вот так разовьются события. И это для вас будет посыл, опять же, себе доверять еще больше.
Ведь эта карта семерка мечей, это карта хитрости и изворотливости. Это карта, когда и мы, конечно, хитрим, а нам как будто другого не остается, потому что люди с нами хитрят так же. Это когда нам не говорят правды, а каждый преследует какую-то свою цель конкретную. Но он транслирует одно, а делает совершенно другое. И где-то в этих же энергиях вам придется быть. Называют эту карту картой вора, поэтому на всякий случай, мои дорогие скорпионы, будьте внимательны. Действительно, интуиция вам в помощь, но будьте внимательны конкретно к кошелькам, сумочкам, к недвижимому, движимому имуществу, к паролям аккаунтов. Проверьте, замените. Переходя по ссылкам непонятным, проверьте, откуда эта ссылка, наведите справку, или если это сообщение приходит на email, значит, перепроверьте адрес перед тем, как открыть эту ссылку. Электронные системы расчета тоже где-то могут барахлить, люди могут врать. И это все в неожиданностях. Себя самого сохранять. Чему сейчас не время? Не время бояться. Не время думать, что какая-то история сама по себе закончится. Мы об этом сказали. Вот тут действительно выход нужно найти из сложной ситуации, и у вас сейчас сильная позиция. Потому что вы как раз подмечаете на этой неделе все, что происходит вокруг, и ваш интеллект, ваше сознание будет работать более жестко, транслируя как раз дипломатию, а в этот момент продумывая какую-то свою историю или свою тему, то, что вы хотите осуществить. Не время в сомнении, не время страхом, не время тому, что мы оглядываемся, кстати, назад и начинаем вспоминать, как мы действовали прежде. Что-то завершилось. Но завершилось в плане энергии, мои дорогие скорпионы. И я хочу сказать, что прежний опыт вам не поможет. Вот, об этом нам говорит карта. Но и не время думать, что что-то закончилось. Здесь, чтобы закончить, нужно сделать что-то совершенно по-другому. Или оценить по-другому ситуацию вокруг вас. Ничто не угрожает, но где-то удерживать собственные позиции в какой-то сложной обстановке или в сложной среде, если мы говорим социум. Вам вот на этой неделе еще придется. Но вы маги-волшебники, мои дорогие, и поэтому у вас все получится. Что же вам будет помогать? Победа. Победа, все получится. И это правда, но еще и помогает та энергия, ведь по этой карте нам говорят 50% успеха, правда, достичь какую-то сложную позицию. И, допустим, ты одержал в каком-то вопросе победу, но ты не можешь расслабиться, иначе все пойдет наперекосяк. Как только ты ослабишь где-то хватку или свой контроль, или ослабишь внимание, вот тогда жди никаких-то неожиданностей, а вот как раз удерживать собственные позиции. Это все то, что помогает. Но карта нам о чем говорит? Позиции ваши сильны. Это позиции победителей. Поэтому точно в себе не сомневаться. Шикарно. Какое-то дело получится. Что скрыто? Ваше солнце. Удача. Вы можете не видеть. И все то, что я говорила, где-то полилит, у вас как раз и может сработать. Себя реорганизовать, свою жизнь, наверное, как-то совершенно в другом формате отстроить. Ведь это карта нашего эго и одновременно карта выбора правильного направления в среднем полгода. Поэтому вот эти окончания, эти месяцы до конца 2024 года вы закладываете очень важную собственную стратегию, которая исходит из ваших желаний, но она должна согласовываться с той обстановкой, которая есть вокруг вас. Быть магами и волшебниками ничего нового, но карта Солнца в позиции скрыта. И посмотрите, что вам помогает, победитель. У вас очень сильная позиция, но тут надо как что-то не прошляпить. Все-таки семерка мечей называют картой вора. Эту карту хоть нигде и не прописано. И совершенно не время основываться, опять же, на каких-то прежних клише. Или не думать, что какой-то вопрос завершился, и он заново не воскреснет. Люди какие-то могут возвращаться, какая-то история может о себе напоминать, но вам-то вот как в другом совершенно направлении идти, в сторону осуществления своей мечты. Я бы сказала так, все-таки карта Солнца. И держать эмоции на коротком поводке об этом тоже где-то, ведь Солнце, опять же, это наше эго, чтобы оно вам не помешало. Дела, работа, бизнес.
У кого-то конкретно согласование в суде или в каких-то высоких инстанциях, все-таки король мечей. И тогда чего-то действительно не пропустить будет важно, что люди будут врать. Или каждый преследует свои интересы. И вы преследуете, мои дорогие скорпионы, тоже свои. Карта интеллекта, карта рационализма, карта логики и холодности, как бы суждений, здравой головы. То, что никаким образом не пересекается с эмоциями или с какими-то нашими, ну, может быть, мечтами даже. Видимо, вам, мои дорогие скорпионы, нужно быть реалистом на этой неделе. Для кого-то конкретно посещение банков может пройти, посещение врачей, и тогда нам говорят, тут не надо что-то додумывать, или обращаться там каким-то нетрадиционным методом лечения. Будьте внимательны. Ну вот куда-то может завести вас, значит, даже в плане здоровья, если вы чувствуете недомогание. Не надо думать, что оно само пройдет, не пройдет. И не надо думать, что, ну, там какие-то знахари знают лучше, чем банально традиционная медицина с объемом анализов, каких-то конкретных обследований и объективных знаний. Вот значит обратиться к врачам. По этой карте проходят узкие специалисты, люди, работающие с металлом, также проходят юристы, адвокаты, нотариусы, или у кого-то может проиграться любой вот человек или область, потому что вам нужно обратиться для того, чтобы узнать о себе что-то конкретно или сделать какое-то дело тоже конкретно. Но объединяет разноплановость этой карты только одно – логика, рационализм. Финансы. Наверное, все то, что я уже сказала, новая финансовая стратегия, карта трансформации. И это где-то ваш Плутон, который вас заставляет быть реалистом. Но это уже тот реализм, который строится на какой-то новой концепции. Без сомнения, это старший аркан. И он нам говорит, не будет как прежде. И может быть вот эта победа, все то, что вы сделали до этого момента, все те усилия, которые были приложены и уже вы имели, какой-то, как итог, или какой-то бонус, или конкретно вы заработали деньги. Вот какое-то изменение на этой неделе, может быть, это приходит с информацией. Или вам действительно стоит отстроить совершенно новую стратегию, подумать, как по части заработков. У кого-то это будет окончательное решение к тому, что я иду учиться. Учиться не имеется в виду сесть буквально за парту, а может быть пройти какие-то курсы. Или вы будете сами искать какую-то недостающую информацию. Это тоже своего рода обучение. Потому что вам нужно, опять же, отстроить свой алгоритм действий. Именно по финансам, по деньгам, по заработкам. Да, иногда эта карта может свидетельствовать, что вы получаете очень большие деньги. Когда 13-й аркан выпадает именно по части финансов, это может говорить о том, что та сумма, которую вы ждали, она задерживалась, она здесь приходит. Но это те деньги, которые, опять же, применить нужно как-то по-другому, а не так, как это было прежде. Продумайте этот тонкий нюанс, и я так думаю, мои дорогие скорпионы, вы на самом деле можете благодаря своей интуиции очень многое. И просто эта неделя может быть своеобразным знакомством с самим собой, со своими возможностями, способностями, учиться доверять, может быть, признать какие-то ошибки в прошлом, именно для того, чтобы подобное уже вам не помешало двигаться в каком-то очень нужном для вас направлении. И когда мы здраво и хладнокровно видим даже какие-то собственные прорехи или где мы сами себе могли помешать, вот, то тогда вот этот реализм для нас открывает совершенно новые возможности. Где-то об этом 13-й аркан говорит тоже. Деньги. Мы с этого начали еще до карты, и правда, все то, что я вам сказала на вторую половину 2024 года, эта денежная тема, она сама по себе важна.
Все же нам не говорят тут про любовь, хотя у кого-то и вопросы личной жизни. Я могу просто предположить, что на этой неделе с 24 по 30 нет каких-то кардинальных изменений по части личной жизни. Все где-то в той канве движется, как это было на предыдущей неделе. Но шестерка пентаклей оборачивает нас к деньгам, и все или к работе, к вашему бизнесу, к возможностям по заработкам, или если приход вы действительно получаете энную сумму денег, вам с ней нужно правильно распорядиться. Может быть, какие-то вы имеете, ну, такие задумки дома что-то изменить или как-то реструктурировать. И я не могу сказать, что очень благоприятно на что-то потратить. Все-таки эта карта, с одной стороны, говорит нам конкретно, деньги в долг не давай. Никому вообще. Близкий этот человек, дальний этот человек. Рука дающего завтра может быть рукой просящего. Или долг вернут не скоро, а вам деньги потребуются. Либо вообще не вернут. У каждого по-своему. Либо по этой карте, ведь это не только мы смотрим денежную энергию, а это в принципе любая энергия, которая в последующем может стать воплощением какого-то доброго материального благополучия. И не о тратах тоже где-то говорят карты. Да, есть победа, но вот нужно ее сохранять. И даже если есть деньги, как будто сохранять тоже нужно. Карта может говорить для тех, у кого сложное финансовое положение. Вам помогают близкие. Они помогать могут не только материально, деньгами. Они нужным советом могут помогать. Они могут вас поддерживать, мои дорогие скорпионы. Они могут быть с вами заодно, вот в этом плане. Те, которые вас любят, кто к вам относится искренне. И тогда эта вот карта может говорить, знаете, как помощь высших сил, назовите это так, как помощь ангелов, которые нам действительно оказывают поддержку, пусть это руками иногда совершенно не тех людей, от кого мы могли эту помощь ожидать. Такое тоже есть, для кого-то проиграется. Но это именно потому, что высшие силы хотят, чтобы у вас что-то сейчас сбалансировалось. Или чтобы наступил тот период, от которого, может быть, для кого-то из вас сейчас сложный период. И кажется, я достиг дна какого-то. Так значит, от этого дна вы смогли оттолкнуться в сторону собственных побед и в сторону собственного солнца. Сложный получился какой-то расклад, всего лишь на неделю, но вот такие энергии вы действительно какой-то выход найдете, мои дорогие скорпионы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие.